Всем привет! Меня зовут Аня. Сегодня мы с вами сошьем красивую подушечку в лоскутной технике. Скоро у нас День Святого Валентина. Будем шить подарок. Вот я нарисовала себе вот такую съемку. Это будет лоскутное сердце. По периметру я решила сделать однотонные красные квадратики. Вот из этой или вот из этой ткани. А в середине будут всякие разноцветные. Но в красных тонах я вот подобрала. Вот здесь я буду вырезать те, где есть розовые, красные. Вот из этой ткани вырежу. Ну, в общем, поехали. Я подготовила вот такой шаблончик. Он у меня размером 5,8 на 5,8 сантиметра. Только исходя из того, что самая узкая ткань у меня 5,8 сантиметров. Нарезаем квадратики наши. Значит, красных квадратиков нам нужно, которые будут по периметру, 18 штук. И в середине всякие разные разноцветные 25 штук. И белых 29. Вот в этом месте можно было, конечно, сделать вот здесь цельные полоски. Тут 4 квадратика, 3 квадратика. Но я хочу потом готовую подушечку простегать, поэтому здесь я буду делать тоже такие же квадратики. Белого фона мне нужно 29 штук. Вот здесь будет уже цельная кайма из белого. А здесь я пока еще не придумала. Посмотрим по ходу дела. Приступаем к нарезанию квадратиков. Наши квадратики нарезаны согласно схеме. И приступаем к выкладке рисунка, к творческому процессу. Ну вот рисуночек разложили, как мне нравится. И вот это поменяла. Меняем местами, что нам не нравится. Так. Так. Вот так. Вот так мне нравится больше. Так. И теперь начинаем сшивать по рядам. Первый ряд, второй, третий и так далее. Сшиваем. Ну вот, рядочки наши сшиты. Теперь идем на утюг. Заутюживать я буду первый ряд влево, второй вправо. И так чередуем.
Единственное исключение, так как у меня белый фон, я буду на стыках белого и цветного заглаживать в сторону красного, чтобы у меня на белом ничего не просвечивалось. Идем на утюг. Шовчики я все разгладила. Вот так это теперь выглядит. Наше сердце. Теперь будем стачивать все ряды. Вот то, о чем я говорила. Так как мы разглаживали в разные стороны, вот у нас первые два верхних рядочка. При стачивании получается вот такой замочек. Один шов в одну сторону, другой в другую. Все. Поехали. Не торопимся. Делаем. Припуски у нас должны быть идеальные. Вот у меня одна ткань немножко подвытянулась, я ее подтягиваю под иголку. Все, первый ряд готов, первый, второй. Сшиваем все полотно. Наш лоскутный верх готов. Здесь я разгладила швы, которыми мы ряды соединяли. Я их разутюжила, чтобы не было лишней толщины. Теперь я выкроила две полоски по 6 сантиметров шириной. Хочу сделать белую кайму еще, как рамочку. Вверх-вниз притачиваем, затем измеряем длину боковых сторон и притачиваем здесь еще по полосочке. Тоже такой же шириной 6 сантиметров. Вот кайма наша пришита со всех сторон. Теперь наш блок готов к стежке. Для этого кладем внутреннюю нашу ткань, пончик. Такой у меня синтепон. Так. И нашу красоту. Синтепон и подкладочка вырезана чуть побольше. На 2-3 сантиметра вырезаем, потому что при стежке все это дело может маленько тянуться. Так, ну и все, теперь скалываем, начиная от центра.
После того, как сэндвич скололи, я пойду сейчас его стягать. Стягать буду среднюю часть, все квадратики и по периметру. Вот подушечка наша простегана. Таким образом я ее простегала. По периметру проложила укрепляющую строчку, потому что мы сейчас будем обрезать вот таким образом. Все выравниваю. Готово. Я выкроила обратную сторону, сшила, какие у меня были кусочки. И теперь выходим на финишную прямую. Положили лицом к лицу, скололи и оставим отверстие для набивки сантиметров 10. Оставим отверстие для набивки. Соединили внешнюю и внутреннюю часть, выворачиваем. Остается набить и зашить отверстие. Подушечку набили до желаемой плотности. И сильно набивать не нужно. Вот так вот она шестенькая. И зашиваем вручную потайным швом. Все, подушечка зашита. Вот такая красотень у нас получилась. Всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Будем шить еще очень много нового и интересного. Пока-пока.